Всем привет! Под моим прошлым видео набралось довольно много активности, чего я вообще не ожидал. Всем за это очень большое спасибо. Однако из комментариев я вычитал пару моментов, о которых стоило бы рассказать. Я не сказал ничего по поводу эго, Spacebush команды, а также самого главного. Я не сказал ни слова по поводу альтернативных юнитов, поскольку гайды смотрят в основном новички, у которых нет всех айдишек в игре, за что я очень сильно извиняюсь. Все эти ошибки произошли из-за того, что параллельно с видео мне приходилось закрывать долги по учебе, что очень сильно отразилось на качестве. Постараюсь больше таких ошибок не допускать. Не буду больше растягивать вступление, перейдем к делу. Для начала быстро сделаю поправку в саппорт-пассивках, а именно в Мерсо. Саппорт-пассивка Дечи Мерсо оказывается не работает на Ханафуду Измаил, так что у нас есть два варианта, на кого его можно заменить. Первый вариант это Роуз Спаннер. Его саппорт-пассивка активируется при резонансе из 3 глумов и дает возможность самому быстрому союзнику понизить клэш-пауэр оппонента с тремором на 1. Второй вариант это новый Фавист Мерсо, чья пассивка заставляет самого быстрого союзника при нанесении урона наложить понижение уровня защиты на цель за каждые 2 негативных эффекта на ней, вплоть до 3 один раз в ход. Кого из них двоих брать, решайте сами. Далее я расскажу про эго. Самыми незаменимыми эго на данный момент являются Райм Шанк Родион, Байгон Дейс Есанг и Байгон Дейс Измаил. Райм Шанк очень сильно помогает с наложением синкинга, поскольку ее стандартное эго накладывает 5 синкинга и плюс 5 синкинг каунта, а ее коррозия накладывает целых 10 синкинга и, внимание, плюс 8 синкинг каунта. Это эго требует глуми Эвни, что Родион может спокойно производить сама. Если у вас есть проблемы с каунтом, смело берите это эго и используйте, когда есть возможность. Байгон Дейс Измаил тоже не менее важное эго. Базовое эго лечит 2 союзников с наименьшим количеством хп, а при резонансе из 4 и более глума лечит на 10% больше от максимального хп. Оно также накладывает плюс 3 синкинг каунта, 2 проклятия, при резонансе из 4 глумов 1 уязвимость глуму, а также неприглашенного, который заставляет цель получать на 0,5% больше урона за каждый стак синкинга на себе, вплоть до 10%. Коррозия заставляет Измаил потерять 10% от максимального хп, лечит 3 союзников, при резонансе из 4 лечит на 1 союзника больше, а если этот резонанс был глумом, лечит дополнительно на 5% каждого союзника. Оверклок накладывает все то же самое, что и обычное эго, но с добавлением эхо поместья, что позволяет наложить его, не дожидаясь третьего скилла Батлер Отис или Фауст. Советую брать, если вы не хотите ждать третий скилл батлеров или играете вообще без них, но хотите наложить эхо поместья. Байгон Дейс Есанг случайно накладывает 6 плюс резонанс глума, умноженный на 1,5 синкинга между всеми целями. Коррозия накладывает 2 синкинга и 2 байнда, а если цель имеет 6 или более синкинга, накладывает еще 2 байнда в следующем ходу. Довольно слабое эго, сказал бы я, если бы у него не было очень интересной особенности. Видите ли, это эго накладывает не x синкинга один раз, она накладывает 1 синкинг x раз. Помните, что делает эхо поместья? Правильно, дает 50% шанс наложить синкинг каунт, когда на цель накладывает синкинг. С помощью этой особенности можно в среднем получить плюс 4-6 синкинг каунта. Как приятный бонус идет еще и пассивка, которая дает плюс 1 клэш пауэр за 6 синкинга и 4 синкинг каунта на цели. Обязательно берем вместе с одним из батлеров или Байгон Дейс Измаил. Есть еще одно довольно сильное эго, но оно закрыто за Вальпургой, а именно Солем Ламенгрегор. Главная его фишка в том, что третья монетка используется повторно до 5 раз, если у Грегора есть 0 или более СП. И в общей сумме это эго может выдать целых 8 монеток. Все эти 8 монеток прокают синкинг на цели, а также накладывают случайных бабочек. Думаю, вы понимаете, сколько с этого может вылететь урона. Коррозия наносит больше урона в зависимости от того, как далеко СП цели от нуля, а если СП нет, то в зависимости от потенции синкинга. Также коррозия накладывает 5 бабочек обоих типов, плюс 3 синкинг каунта, а также, если у цели менее половины хп, наносит урон глумом, равный количеству всех бабочек. Теперь давайте поговорим про альтернативных юнитов, которых можно использовать. Эркорп Хонглу неплохой вариант, если вы хотите больше синкинг каунта. Его скилл 3 накладывает целых 4 синкинга и плюс 4 синкинг каунта. У него неплохой урон, но следите за его количеством чаржа.
поскольку если у него будет менее 10 чардж каунта, его скилл 2 будет бить также и по союзникам, что не очень-то и желательно. Маляр Измаил тоже неплохой вариант из-за количества синкинга, что она накладывает, а если еще и соблюдены все условия пассивки, то она не тратит синкинг каунта. Однако у нее не такой хороший клэш пауэр и урон, как у Ханафуда Измаил, что довольно логично, поскольку Маляр Измаил это айдишка второго сезона. Вместо Уджат Отис можно использовать Батлер Отис. Батлер Отис требует, чтобы вы постоянно клэшали с противниками ее скилл 2 и 3, чтобы свести потери синкинга к минимуму от ее использования. Взамен она дает вам эхо поместья, что поможет поддерживать синкинг каунт на цели. У нее неплохой урон, буст этого урона с пассивки, а также много монеток, что позволит часто прокать синкинг. Для Соры Дон есть альтернатива в виде Хейши Дон. Они довольно похожи друг на друга тем, что обе едят каунт как бешеные, но Хейши Дон можно вывести в положительный каунт, если ее скилл 3 будет использован на цель, которая имеет эффект, меняющий панику. В таком случае она наложит в общей сложности плюс 5 синкинг каунта, а также у нее куча монеток, что также поможет прокать синкинг. Вместо лампы Грегора можно использовать Эдгар Грегора. У Эдгар Грегора положительный каунт синкинга на скилл 2, если вы выиграете им клэш. Его четвертая монетка на третьем скилле забирает целых 10 потенси, чтобы получить одно усиление положительной монеты и 3 усиления урона, с 50% шансом сделать это без того, чтобы забрать потенси. Если у вас нет Код Роди, вместо нее можно взять Диачи Роди. Диачи Роди очень сильный танк, поскольку каждый ее скилл дает ей щит, а также у нее очень много монеток, но у нее очень сильные проблемы с наложением синкинга, что чинится Райм Шенк. Обязательно на следующей Вальпурге возьмите себе Код Роди, если вы хотите играть на синкинге. На замену Фейнтарому Рёшу может прийти Wild Hunt Heathcliff, который так же как и Рёшу может расправляться с кучей слабых врагов. Его скилл 3.2 можно использовать с помощью каунтера, если вы в форме Дилахана и имеете 15 или более СП. Также у него есть АОЕ со второго скилла, который увеличивается с каждым гробом, что он получает. Есть еще Дечи Хонглу, у которого скилл 1 похож по принципу работы на 3.2 Ханафуда Измаил, а именно повторно использующаяся монетка, прокающая синкинг и не тратящая каунт. Также его скилл 3 накладывает плюс 4 синкинг каунта. С альтернативными юнитами разобрался, так что теперь пора рассказать про последнюю синкинг пачку, а именно Space Bush. Главной целью этой команды является настакать как можно больше синкинга, нажать скилл 3 Space Bush Йисанга, а потом взорвать босса. Скилл 3 Space Bush Йисанга имеет синкинг Damage, который наносит глум урон в размере синкинг Potency, умноженный на синкинг каунт. Чтобы эффективно использовать эту команду, нужно взять как можно больше айдишек с положительным каунтом. В этой команде мы берем Space Bush Йисанга, Код Роди, Маляр Измаил, Уджат Отис, Эркорб Хонглу, Эдгар Грегора и Батлер Фауст. Вы можете спросить, а что тут забыл Уджат Отис? А я отвечу, хоть у нее и нет скиллов с положительным каунтом, ее Blue Sand помогает с его наложением, а ее защитный скилл может наложить до 9 потенси синкинга на атакующего, что делает ее незаменимым юнитом. Мне в принципе нечего добавить про эту команду, поскольку я не слишком много на ней играл и не прочувствовал всех ее тонкостей. Если тут есть хотя бы один фанат Space Bush из 3,5 существующих, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Так, вроде бы это все моменты, что я должен был закрыть. Еще раз извиняюсь за то, что так вышло. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Еще увидимся.